Итак, всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео — черчение. Сегодня мы будем не чертить, а перечерчивать вот такую вот фигуру. Вот, собственно, я хочу показать, скажем так, итоговый результат, который я уже проделал. То есть смысл в чем заключается? То, что дан у нас рисунок, дан нам рисунок, чертеж, в данном случае или эскиз, неважно. И мы его конвертируем, то есть делаем масштаб такой, какой нам надо. Поскольку у меня формата А4, поэтому разницы как таковой в данном случае вы не увидите. Но увидите именно сам технологический процесс. Как вы можете видеть, допустим, здесь у меня исходные данные вот 70, здесь 20, 22 и так далее. Что мы наблюдаем по факту? По факту у меня получается как недоход маленечко не хватает. Если вычерчивать именно вот все по линиям. Маленечко такое искажение происходит. Поэтому сегодня я хочу показать именно не сам процесс черчения, который из раза в раз у меня повторяется, а именно процесс подготовительных работ к уже перечерчиванию. Во-первых, идем в новый вид, потому что нам исходных, скажем так, функций недостаточно. Поэтому идем в новый вид. Все, создали. Здесь мы создаем еще новый слой. Да, не забываем про внедрение. Это нужно для того, чтобы, если мы будем передавать данный файл на другое устройство, там компьютер, не компьютер, то файл будет ссылаться на исходник, которого на другом компьютере нет. Поэтому файл откроется некорректно, если он вообще откроется. Поэтому мы его внедряем, то есть делаем данный рисунок частью данного файла. Вставляем. Все, хорошо. К масштабу мы чуточку позже вернемся. И фиксируем. Все, хорошо. То есть сейчас какие я действия бы не делал, то есть он будет двигаться, да? Почему? Потому что я нахожусь на данном слое, на системном слое, который называется по умолчанию. А вот сейчас я переключился на слой, который назвал рисунок. Так что нужно обращать внимание вот на эту точку. Вот теперь, что я бы не делал, все, рисунок у нас зафиксирован. Напоминаю, я нахожусь на слое рисунок. Провожу условно там по линии, то есть которые похожи. Ну, допустим, возьмем 67. В данном случае не так важно. Важно следующее. Вот беру следующий отрезок. Вроде бы также провожу. Все, хорошо. И иду в масштабирование. Масштабировать. Выбираю тот отрезок, который хочу получить в результате. То есть я хочу, чтобы у меня был 1 к 1 или вот в данном случае 70, и данный отрезок тоже соответствовал 70. Беру, все, зажимаю при этом Ctrl. Потом беру рисунок и потом беру второй отрезок. Все, хорошо. Дальше, как вы можете видеть, у меня масштаб автоматически подхватился. То есть в моем случае
разница составила 1,029. Ну, как правило, после 3 чисел уже цифры не берутся. Масштаб, собственно, увеличился. Конечно, можно тут еще через кривые, но это по умолчанию у нас, собственно, включается. Можем, конечно, и в 3 раза увеличить. Или наоборот. Здесь маленько по-другому работает. 0, допустим, 25. Или 0,1. Вот, собственно, то есть мы можем изменить масштаб. Но в моем случае нужно сделать 1,0209, там 4, я уж точно не помню. Вот, собственно, можно поиграться и с масштабом. Ну а дальше можно... Так, это мы... И, собственно, как обычный чертеж вычерчивать. Поскольку это уже дело-то не особо интересно, сразу перейдем к результату. То есть мы получаем вот примерно то же самое. По сути, все, что я такое из основного хотел вам показать, я показал. То есть это получается в рамках лайфхака. То есть то, что нету, скажем так, в азбуке компаса, но при этом он обладает, это можно, получается, назвать как лайфхак. Ну и, соответственно, еще немножечко потренироваться, там пару раз попробовать, чтобы более отчетливо все получалось без задержки. Вот, а так в целом идея очень достаточно актуальна. Поэтому на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.